Раз, два, три, четыре, пять. Всем привет, вы на канале Пользанет Лайв. Меня зовут Пользанет Стримы, меня зовут Саня. И здесь только самые подробные стримы с прожарками с целью сэкономить вам средства. В чем смысл цели сэкономить вам средства? Чем больше вы видите недостатков, тем легче вам прийти к выводу, что ваше устройство еще что-то может, или что есть смысл приобретать что-то дешевле. Не обязательно покупать что-то за full прайс. И, разумеется, можно сэкономить. Сегодня вы увидите фантасмагорично, нереально крутое и реально очень сильно дешевое, учитывая железо, устройство под названием OnePlus Ace 3V. Сколько у него подводных камней, я расскажу вам и в полноценном обзоре, и сейчас. Но в первую очередь я прошу вас подписаться на канал. Аналогичных нету нигде. Я, во всяком случае, не видел в русском сегменте прожарок. И что это вам дает? Это вам дает возможность посмотреть, каким образом тестируются смартфоны. Как правильно говорят продавцы, но в то же время они все равно делают обзоры именно таким образом. Они говорят, синтетика не нужна, но, разумеется, показывают синтетику. Они говорят, примеры видео, фото не нужны, но, разумеется, показывают фото, примеры и видео. И, разумеется, если обзоры контрактные, они идут без недостатков у Honor и у Huawei. Вот у нас сегодня здесь еще Huawei лежит, 100 Pro. Я просто на его примере вам буду рассказывать и показывать, как делать нельзя, на него прожарка будет отдельно. Так вот, напоминаю, что если вы не слышите недостатков, если вы в обзоре не видите сравнение камер с устройствами, то знайте, вы смотрите рекламный обзор. Здесь я сравнение камер вам не покажу, но расскажу вам, что бы я приобрел за данные средства, и, разумеется, расскажу, какие здесь минусы. Основной минус в том, что OnePlus Ace 3V, первое, может быть заблокирован, но у меня он не блокировался пока, хотя его использую уже третью неделю. Но опять же, если вы будете покупать где-то на какой-то платформе, не обязательно на Али, я брал на Али, то чаще всего, если это нормальная платформа, продавец будет отвечать своей головой за то, чтобы у вас смарт был не заблокирован. Моя история довольно проста, допустим. Когда я благополучным образом тестировал OnePlus Ace 3, он аналог OnePlus 12R, он у меня что сделал? Заблокировался. И за это мне продавец вернул $90. За $30 я разблокировал этот смартфон, это через Али, и он у меня в итоге вышел за $290. Ace 3, это то же самое, что 12R. Вот. Если говорить про минус сразу сходу. Кстати, еще раз повторяюсь, подписывайтесь на канал с колоколом, подпишитесь на телеграм-канал скидок по ссылке в описании. Сегодня самое интересное, завтра начнется распродажа, но уже сегодня этот смарт, он благополучным образом у нас выходит в 26 тысяч рублей. А за то железо, которое он предлагает, это прям вам. Но не спешите покупать, потому что здесь нет 7 и 20 бенда. Здесь есть 3 бенд, и многие даже уже в форумах писали, что вот 3 бенда достаточно для Питера, Москвы и округа, но не все живут в Питере, Москве и округе, и округах данных городов, и это сразу минус. К плюсам я отнесу то, что я потом название поменял ролика, потому что это тот же самый OnePlus Nord 4. То есть, единственное, там в Nord 4 вроде бы, может быть, будет другой сенсор, но не факт. 7 и 20 бенда нет, Виктор. Что вы правильно поняли? Давайте всем скажем привет друг другу. Universal привет, архитектор, Алексас, Егор, Максим, Дима, Дмитрий Гордиенко, Мистер Л. К слову, данный смартфон был у меня в 3 странах. Я менял там же симки. Это Таиланд, Сингапур и Филиппины. Городов было больше, но вы сами можете увидеть примеры фото в описании, либо в моей личной телеге. На него фотографий было не особо много, 517, но с разных локаций. Притом, я считаю, что более-менее удачных было довольно много. Но спойлер сходу, с точки зрения фото, интереснее, наверное, Honor 100 Pro однозначно. Хотя стоимость абсолютно разная. Я повторяюсь, что этот смарт стоит 26 тысяч рублей. И у меня язык не поворачивается его прожаривать. Но надо. Почему надо? Потому что не зря же я его купил, не зря я его столько гонял. И все.
Вот, пишите еще, какие вопросы у вас по нему есть. И Игорь Викторов, по-моему, есть. Сейчас мы посмотрим в настройках. Я просто завтра вы увидите обзор сравнения OnePlus Ace 3V с Honor 100 Pro. И, к слову, вы помните, что я купил MacBook Pro? Если честно, я тоже не совсем понимаю, зачем он мне нужен, учитывая, что у меня есть Alienware, но теперь колонка, которую вы слышите или не слышите, это как раз и есть MacBook Pro 16. Мне реально понравился экран, и все. И за экран я отдал такие деньги. Так, Саня, со вспышкой как обстоят дела? Говорят, там всего лишь один диод. Светится неравномерно. Ну, я вам сейчас включу его. Дайте 15 минут. Вы сейчас видите, каким образом без чехла данное устройство у меня гоняется. Как это называется? В 35,1. Вы помните, кстати, 35,5? Какая температура была у кого же она была? Когда мы чуть не спалили смартфон. По-моему, Asus 11 Ultra, напомните мне, где мы видели 53 градуса у корпуса. Да, Maximus это и есть, по большому счету, Z9 или... Ну, опять же, у меня будет еще смартфон Redmi 13 Turbo, Redmi Note 13 Turbo. И здесь же лежит Realme 6 SE. Так что, если вы не забудете подписаться, поставить лайк и оставить любой комментарий больше 5 слов, знайте, этот проект продолжит существование, и я стримы сохраняю, в отличие от некоторых. Опять же, это право каждого блогера сохранять стримы или нет. У меня их очень много, можете пересматривать. Олег Нечаев, так я этим живу, и технически оно у меня очень сильно связано с действием, которое мне приносит доход. И понятно, что это к YouTube и блогингу не имеет, с одной стороны, никакого отношения, с другой стороны, я не просто так все комментарии читаю. Ну, не все, но большинство. Чаще все, просто не везде лайки ставлю уже. Вот, но это уже лирика. Да, Никифор Милин, 53 градуса на корпусе было, и это было плохо. Кстати, если вы заметите, то здесь значок производительного режима у нас работает, то есть я его гоняю в производительном режиме. И, наверное, мне надо его перевести в manual для того, чтобы выставить ISO, потому что, скорее всего, он будет постепенно у нас сбрасывать яркость. Александр, Реал сегодня успеем? Что именно успеем? Что-то успеем. Find X6 Pro против iPhone 13. Вообще не вариант. В чем, Руслан? Абсолютно два разные устройства, но точно не iPhone 13 я бы выбрал. Потому что Find X6 Pro стоит как iPhone 15 как минимум. Как бы. О птичках. Сам SA55 может быть кому-то. Да, Z9 и Z9 Turbo, скорее всего, куплю. Мужчина, когда обзор на массажер для глаз Миджа? Паранойя. У меня аж голос пропал. Будет. Не все сразу. Вы посчитайте, какое количество девайсов я там анонсировал. Повторяюсь, не забываем прожать лайк. Огромное спасибо всем, кто пришел. Напоминаю, что я сейчас летал в Сингапур. После этого летал на Филиппины, в Манилу. И там, разумеется, столицу. У Сингапура больше нет ничего, кроме города. И я там планировал приобрести несколько новых девайсов. В Сингапуре ничего нового особо не было, но меня убило то, что в этих двух столицах не было Huawei P70 и P70 Pro, и вот ничего. Ни за какие деньги, а на мои вопросы, почему их нет, мне отвечали, а зачем он вам нужен без Google сервисов? И вы сейчас поймете, к чему я приду, потом я продолжу про OnePlus рассказывать, потому что это наболевшее. У меня был 1,5 месяца назад про Honor 6 Pro обзор. На него сейчас все делают обзоры. И я хотел на Huawei фактически, я уверен, что на Huawei также, кроме серых продавцов, имеют все дедлайны. Не дедлайны, а как их называют? По NDA. Дата для выгрузки.
И вот я думал, я куплю, расскажу, и потом уже в топку опять. Но не получилось. Почему? Потому что даже серовозы Петербурга, у которых я обычно покупаю Xiaomi раньше, у меня из Питера сегодня как раз приехали железки, они, к сожалению, сказали: Саша, ты больной, зачем он тебе нужен? Дай неделю, тогда привезем. То есть на руках ни у кого этого оверпрайса нет. Фриман, вам тоже привет. Николай, Смит, Максимус, так же, как Sonar 6 Pro. И они форсят, заметьте, у них же много различных компаний, которые подсчитывают отгрузки устройств и продажи. Во-первых, это разные статистики, во-вторых, разные везде цифры. И в-третьих, хватит смотреть на продажи смартфонов в Китае. Вы живете не в Китае. Китайские продажи смартфонов, китайских смартфонов, это вообще другой мир. Им не нужны Google сервисы, они у них отсутствуют, у них другие бенды. Помимо этого, у них другие цены. Когда вам рассказывают, допустим, вот сейчас Honor 6 Pro какие-то бешеные, там, 110 тысяч рублей стоит. Я его покупал китайский за 60. По-моему, я не буду врать по поводу всех бендов там. Но смысл в том, что когда вам показывают, что они там 60, вы должны помнить, что вот те же Honor по отгрузке устройств, по некоторым данным, потому что они разнятся, у некоторых они разные, другие, они в сегменте до 6 тысяч юаней первые. То есть там нету Honor 6 Pro. Honor 6 хорошо покупали, потому что они дешевые, так же как Honor 100. Дешевый, и вот в них они вошли. И это не бестселлер. Ни Honor 6 Pro, ни Huawei. Уж тем более не мировой бестселлер. Не давайте вводить себя за нос. Huawei-евские смарты благополучно теряют 50% стоимости за 3 месяца. Вы купите сейчас его за 150 кусков, потом за 80 очумеете продавать. Это прям как, Xiaomi не так жестко. Huawei это вообще жесточайшая тема. Смит без бендов, вообще без всех, что ли? Или без 20-го только, или без 7-го и 20-го. Я уже не помню. Но смысл в том, что ПО урезано, никому это не нужен, никому этот мобильник не нужен. Посмотрите, сколько Oppo сейчас завалено. Отличные смарты. Вот сейчас у меня спрашивают Oppo X6 Pro, Oppo X7 Ultra. Великолепные, но они у нас не востребованы. Они востребованы у вас, и вот там, не знаю, вот у нас 100 человек в онлайне, мы в этой теме шарим. Пройдитесь по улице, спросите, что вы купите. И вы, как увидите сейчас в топе, за последний год я вот скидывал специально стату, и по поводу роста по производителям мира, мы к миру принадлежим. Кто живет в Китае, простите меня, у меня канал на русском языке и ориентирован на русскоязычную аудиторию. Понятно, что в странах все в разных живут, но вот сегодня специально первое место Samsung, 60 миллионов экземпляров телефонов продано, Apple 50, Xiaomi 40. Transition 28,5, Oppo 25,2 и остальные 84. То есть, проще говоря, Samsung и Apple вместе продали больше, чем все остальные на 26 миллионов трубок. Вот. И у них, у кого-то прирост, у Xiaomi прирост 33%, у Transition 84%. И у Oppo падение на 8,5. То есть у Hours рост в 7. Но это мировая стата. 7-20 нет, точно, спасибо. То есть третий только бенд есть. Так вот, к чему это все? К тому, что, разумеется, если там нет 7 и 20, то и китайскую версию тоже нечего рассматривать. И еще раз, если вы не видите в обзорах примеры двух смартфонов, почему блогеры это делают? То есть зачем я это делаю? Логично, для магазина это плохо сравнивать что-то, потому что вы можете не выбрать вообще. И второй вариант, разумеется, это жесткое правило NDA у Honor или у Huawei. Если вы видите, что в Honor или Huawei нет сравнений камер, знайте или нет, вот как я делаю отдельно, и все делают отдельно, обычно, если это не рекламный обзор, в конце резюмирую недостатки и перечень недостатков основных. Так вот, если вы этого не слышите, это 100% с шильдиком, без шильдика. Просто сейчас почему-то опять блогеры начали лупить. Вот я делаю рекламные обзоры, у меня их достаточно много, но я их делаю с шильдиком. Реклама, пометка от YouTube реклама, в описании реклама, в прикрепе реклама указана. В телеге скидок я пишу реклама, еще в водяном знаке реклама. А вот сейчас я посмотрел на Honor, они, по сути, закупили рекламы по оверпрайсу. Разумеется, они платят намного больше,
И я уверен, что у Huawei будет такая же белиберда. Вот увидите. Короче, не успею рассказать про них первым, да и ладно, зато сэкономлю по 80 тысяч. Высказался. По поводу OnePlus, все бы было хорошо, да, я бы сказал вам, вау, круто, 26 тысяч рублей бежать покупать, потому что, чтобы вы понимали, вот я не знаю, почему курс на Али такой, но смысл в том, что мне его в другой стране купить, даже с промокодами и купонами, он мне вышел в 32 тысячи с купонами, а в Россию можно купить за 26. То есть, если в рублях пересчитать, сколько я тратил. И по любой железке, которую я там размещаю, допустим, iQOO Z9 не турбо, у меня выходит на 7 тысяч дороже. То есть он так 20, по-моему, а у меня 27. И, в общем, печаль. Печаль, но почему-то русский Али поставил какой-то нереальный ценник курса, и это очень круто. Вот что говорят про... Чтобы мне потом не говорили, что я эти Honor, соточки, прошечки хейчу. Вот она, красивая пила. Без чехла, без всего. 30 минут все было хорошо, а потом он передумал. Потом будут рассказывать, что я его в какую-нибудь печь засунул. Так, забавно, что пишут, как огромная компания продала за один день столько же смартфонов, а потом добавляют в Китае. Ну да, 1,5 миллиарда человек. Притом вы понимаете, что это как у нас некоторые закупки есть на компании. И закупки малых продавцов, те, которые перепродают. И, ну, понятно, что им как-то надо продать. Вот я говорю, российская действительность. Спрашиваешь у человека, ты выберешь iPhone, Samsung, Huawei, ладно, Xiaomi или Honor? Я не знаю, кто выберет даже между Honor и Oppo Honor. Но может быть кто-то, вот, кто любит смотреть красивую рекламу. Вот. Так что к чему это все? К тому, что то, что я нащелкал в 3 странах на этот смартфон и на этот смартфон много фотографий. Во-первых, у меня будет завтра сравнение прям этих двух смартов двоих. Потом по отдельности еще обзоры. И я их сразу не рекомендую ни один и второй. Вот все, может быть, я сэкономил кому-то время, а всем остальным огромное спасибо. Мика, конечно, Китай и Россия дружба навеки, но нужно же покупать что-то в Китае, что тебе полезно будет в России, если ты закупишься палочками для еды, ты же не всегда, не все ими пользуются, правильно? Так, больничка, еще раз так назовешь Российскую Федерацию, будешь постоянно в бане. У нас никаких уменьшительно-ласкательных, оскорбительных по поводу любых стран изречений нет. Тем более по поводу Российской Федерации. Начинаем жарить или еще поговорим? Геймин, если вы откроете глаза, в маленьком левом кружочке от меня вы увидите тротлинг-тест планировщика. Я специально его провожу в онлайне в этот раз. И специально провожу его рядом с Honor 100 Pro. Если вас не устраивает подобный контент, вы просто не приходите. Зачем портить людям настроение? Мы же здесь собрались для чего? Чтобы пообщаться. Когда будет $1000? Что именно? Neo 9 или Z9 Turbo? Понятия не имею. Я же не тестировал Z9 Turbo еще. Когда протестирую, тогда расскажу. Фриман, так я уже же вроде же. Сейчас мы все покажем. Всем все покажем. Вот. Поддерживаю. Что именно? Я делал в ТГ видео «Самый лучший техноблогер». И ролик зашел в реке, набрал 1500 просмотров. И на первое место поставил Саню. Егор, хейтеры, это показатель стабильности интеллекта. Вы представляете, вот, ну, как бы, вы помните эту фразу «Коко Шанель»? Мне не важно, что вы обо мне думаете. Я вас вообще не думаю. Вот то же самое. У меня простая задача. Логично, что продавцы меня патологически ненавидят. Логично, что меня ненавидят бренд-менеджеры, бренды, блогеры, которые с ними работают, и еще очень много людей. Но если вы хотите знать вот внутряночку, пожалуйста, те, кто в блогинге или
чуть-чуть работают в блогинге или понимают, как это работает, они понимают, что каждый раз, рассказывая подобные истории, я стреляю себе в колено. Но, ну, как бы я им спойлерну еще раз. YouTube — это не мои колени. И да, вот такой у меня контент. И мне вот, наверное, приятнее всего говорить, а у меня железка на руках, а они балаболы. И все. И вот смотрите. Вот видите разницу. Honor, планировщик, и Nordic 4, который в перспективе. А тротлинга нет. Гейминг, ну вдруг там на последние 40 секунд появится. По поводу уменьшительного. Николай Кузнецов, а что по поводу? Поддерживаю. Да, это не смешно. Никакие страны, никакие религии не унижаются, так же, как и бренды. Не оскорбляются и уменьшительно-ласкательным друзей где-нибудь в подворотне, которые вас же не сдадут потом. Называйте, пожалуйста. Какой, по твоему мнению, лучший телефон раскрывает 7 Gen 3? Понятия не имею, Росощук. Я его тестировал, это 2,5 утрированно. Руслан Ершов. Ну, я скажу, что я знаю только одного, ну, кроме Вилса и там другой тусовки, но мне их контент по-своему нравится. Блогера, который просто вот без остановки врет. Он красит ролики, подделывает тесты, там Red Magic красит ролики в плане сравнений видео. Наверное, он теперь и просто видео красит, допустим, в тех же Honor. И, ну, ему все равно, он не маркирует реклама. Ну, окей, но зато у него аудитория очень большая, к слову. И, ну, относительно. Но просмотр средний падает. Почему? Потому что, вы правильно сказали, потому что если ты врешь, то народ рано или поздно это дело раскусит, особенно когда есть другие блогеры. И это дело абсолютно бесконечно. Я сейчас сразу под съем делаю, под стрим, под обзор. Не сходится с реальными данными. Так, вот смотрите, что мы имеем? Мы имеем... Не так все, кстати, и круто. Потому что, видите, падение аж на 15%. И еще, да, спойлер. Все блогеры, которые говорят, не смотрите других блогеров, они балаболы тоже и плохие люди. Почему? Даже рекламные обзоры от Вилса, от еще от кого-то надо смотреть. Почему? Потому что, первое, ты, во-первых, у них что-то можешь узнать, все равно, даже хорошее. Потому что на хорошее, допустим, я не всегда могу обратить внимание. И второй магический момент, ну, рано или поздно они же делают контент не рекламный. Это не часто случается. У них там свои магазины, у них еще что-то. По поводу нордов, смотрите, и оноров, и китайской вот этой штуки, почему это не пиарят? Почему про IQ никто не рассказывал, про те же, помните? Как долго IQ не рассказывали? Потому что за них даже платформы не платят, чтобы вы понимали. То есть вот эти вот ссылки там, IQ, или вот сейчас, допустим, ссылка S3V, они не реферальные, за них 0 копеек. То есть, и поэтому блогерам это неинтересно. Но я его, скорее всего, кстати, все равно продам дороже, чем я его купил. Такой вот я плохой человек. Но это уже к блогингу не относится, правильно? Дальше. К чему это все? Поднимут ли госпошлину на $1000? Как понять, что вы $1000 за каждый же девайс будете платить? Что вы имеете в виду? Так, что я хочу рассказать, давайте по поводу этого смартфона. Первое. Мы его в тротлинг-тесте гоняли. А сбросил ли он яркость? Я вам спойлерну, скорее всего, да. Но не факт. А по сути он не сбросил ничего. Не, сбросил. 723. Хотя, может, у него такая и есть максимальная. По-моему, у него такая и есть максимальная. Кстати, максимальной яркости у него прям не так и много. Если говорить про видео, максимальное разрешение для съемки у него 4К 60 FPS на основной модуль. Давайте по поводу физики расскажу. На что это похоже? Я думаю, вы догадаетесь. Да? Но оно всегда будет что-то на что-то похоже. Либо на iPhone, либо на Samsung, либо на Huawei. Вот, а еще это похоже, кстати, на оповские смарты новые, но у меня их нет пока. У меня зато есть такие, помните, как Nordic прошлый? Я их так и не пообозревал. Уже К12 выйдет, а я еще К11 не выпустил. Ладно. К чему это все? К тому, что рамка не металлическая за эти 26 тысяч, но у нас здесь есть переключатель. Давайте я переключусь, наверное, все-таки на уже большую камеру. Потому что
Единственное, что я еще раз напомню вам, подписывайтесь на канал с колоколом. И вот у нас, видите, переключатель режимов. Я считаю, что это все-таки с тихого варианта. Потом, что у нас там спрашивали с вами? Двойным тапом, да? Включение-выключение экрана двойным касанием. Для блокировки. Вот он, двойным касанием. Все. И разблокируем лицом. То есть, а почему его не должно быть? Кстати, я сейчас смотрю в камеру, а не на смартфон. Ну, удобно. А, по-моему, у OnePlus оно всегда есть, нет? Руслан, нигде. Нигде. Это уже будет реклама, когда я скажу, где покупать, правильно? Так, вот смотрите. Камера, вот, хорошо. 4К 60 FPS. Я все равно еще обзор завтра сделаю. То есть, какие проблемы? Здесь 1080p 30 FPS максимум. И это, конечно, печально, но факт. Если говорить про оболочку. Есть такой прикол, я сейчас его, не знаю, давайте сразу покажу. 5 секунд. Я не совсем понимаю, почему, потому что я уже как только не пытался, 120 Гц у меня стоит везде. То есть везде прям. И я не понимаю, почему в... Сейчас. Вот здесь, в ОП-тесте, смотрите, как он показывает. То есть он упорно не хочет показывать. У него периодически проскакивает 120 FPS. Хотя экран 100% на 120 выставлен. Сейчас я покажу, где. Частота отдельных приложений, видите, Chrome 120. Такая вот беда. Может быть, в игровой режим его надо вставлять, но это тоже нехорошо. Если говорить про игрухи. Мы все равно сейчас сначала измерим яркость, но я хочу проверить, я докачал этот бедный PUBG. Если PUBG докачал, что по большому счету здесь... Ага, апдейт. Да что же за подстава-то, а? Угу. Здесь не везде, кстати, русский язык. Я где-то в настройках почему-то видел английский. Да, Барс, умный режим в батарее именно здесь. Почему у меня на Honor такого нет? Сейчас я посмотрю. Батарея, умный режим. Режим... нет, тут умная зарядка. Режим энергосбережения выключен. Другие настройки. Уровень заряда, понятно. Так, ну смотрим. Но опять же, почему вы должны туда ползти, чтобы определять, что... Нет, нету тут вообще хрома. Хотя спасибо за идею. Нет, есть. Ну-ка. Ну, попробуем.
Ага, автоматическая оптимизация. Вы про это говорите, я понял. Не оптимизировать? Ну, давайте посмотрим. Но это тогда будет интересно. Смотрите, нельзя стрим проводим. Да? Кто там? Кому огромное спасибо сказать? Да, 120. Очуметь. Можно сказать, что я сейчас путешествиями увлекаюсь. Так. Мне не интересно Realme 12 Pro Plus, больничка. Там красивая оболочка, много рекламы. За 26 тысяч нормальный. Игорь, я периодически рассказываю. Фаталист, спасибо большое. Все получилось. А, Барс. Барс, спасибо. Не-не-не, фаталист Барс, видишь, разбирается почему. Но это очень так странно. Ладно, окей. Теперь мы все поняли. Поняли, приняли к сведению. И все, не устоит еще раз. Нету ни 7-го, ни 20-го бенда. Есть только Янис 3. И опять же, это Норд 4 будет. Я вас расстрою. На IPS сейчас нету флагманов. Нету. Может, кто-то в курсе, что они появились? У iPhone 15 Pro все отлично. И 15 Pro Plus. Если автояркость еще будете выставлять. 12 100 5G. Тогда про Вилсу говорили. Да, 12 плюс у меня он на руках. На него, кстати, будут фотографии с Бали. Не с Бали, с этого, с острова. Ну, в общем, вам понравится. Так, интересен ли вам футбол? Игорь никогда не был интересен, потому что я играю очень плохо. Ну, Месси от Рональда я отличу, и чемпионаты мира я смотрел и смотрю, но это, наверное, все. Так, Александр, приветствую. Можешь подсказать по опыту использования 15 Pro? Я уже ответил. Так, в Poco X6 Pro и X6 Pro много вшитой рекламы? Да. Спросите у пользователей. По мне, да. Waze 3V как с бендами? 3 есть, 7-го, 20-го нет. Супершоу. Прикола нет, чтобы отпугивать шимом. Почему? Потому что правильно отмечают русские блогеры в европейских и американских ютубах. Никто про шим не говорит. Потому что это очень сильно... Мне кажется, что там даже не в продажах дело, а то, что ты начнешь про это рассказывать, тебя могут засудить. Мне кажется, там вообще за все можно засудить, поэтому они очень такие нежные. И это у нас там ты говоришь, что это просто мое мнение, и все. А у них, мне кажется, это довольно так проблематично может оказаться. Так, Саня, у меня ВК и Инстаграм работали, Инстаграм запрещен, плохо с герцовкой. Понял, спасибо большое. Очень просто, покупайте нормальные экраны без шима. Да, то, что до 10% пульсации, она несерьезная. Сейчас он докачает, потом мы измерим яркость, потом мы измерим шим, потом я покажу вам тестов, как всегда, и поиграем чуть-чуть, и все.
Так а зачем вам с Норда на Поко переходить? Переходите на 4-й. Игорь, когда я его куплю, тогда и будет обзор. Гигабит, Янис. У меня 2 гигабитных канала и еще 5G на смартфоне. Здесь дело не в... ну он, в принципе, быстро качает. Просто много всего качает. Видите, он гектар закачал здесь 30 метров. И он устанавливает просто долго. Neo 9 остается лучшим. One минус. Никогда он не будет вечно лучший, потому что если посмотреть сейчас на курс, то там много чего лучшего. Я бы, допустим, этот бы лучше брал смарт. Но это мне, опять же. Нет, я не видел 3800, Егор. Это реклама, которую я проверить не могу. Евгений, понятия не имею. Вроде 44 тысячи. Но это какой-то космос. Юрий, вам решать, обновляться на HyperOS или нет. А чем это грозит? Да, там, где я живу, покрытие 5G отличное. Сейчас покажу. Ну, допустим, я вставляю 5G автоматически. И вот у меня 5G. Ну, а в основном я ставлю 4G, потому что когда 5G, помните, как прикол с 4G и 3G. Тебе надо лучше выставить 3G, там, где много людей сидит на 4G, для того, чтобы было быстрее было качать. Макс, если ты утрудишь себя и посмотришь обзор, то узнаешь. У меня нет ПМЖ. Араканкатевич. Араканкатевич. Притом у меня нет всю жизнь ПМЖ. Я только в России городов 12 поменял, если не больше. У всех своя жизнь. Так, и чего? И прям жил. Не по приколу покататься там по месяцу. Так, взял Z9 Turbo за 25. Одна контора. Одна контора, что iQOO, что OnePlus, какая разница? Это в прямом смысле уже. Точнее, Oppo. Все BBK. Янис, да, должна быть, но чаще всего нет. Я как раз могу рассказать, я сейчас был в Сингапуре и был на Филиппинах, в Маниле. К слову, на Филиппинах почти 100 миллионов человек населения. И Манила огромный город, перенаселенный. Но это ужас, никому не советую туда лететь. Сингапур это... по Сингапуру, так же, как по Абу-Даби, это Объединенные Арабские Эмираты, там я был где-то месяц с копейками назад. Нигде интернета, который вот был такой бы крутой, как в России, я не встретил. Ни за какие деньги. Все. А для меня, я как бы повернут на этом деле с детства. Прям с детства, это как только интернет появился в России. И даже от того, что здесь 5G, он здесь хуже, чем 4G в Российской Федерации. И гигабитный интернет здесь хуже и менее стабильный везде. И там в Сингапуре, в 5-звездочном отеле, на 2 симках разных интернет хуже, чем в Мурино, Ленинградской области, намного. Не говоря уже о каких-то других вещах. Железки, электроника везде дороже, везде. 75% электроники, которая есть просто даже в Петербурге и в Ленобласти, нет в каком-нибудь, опять же, Сингапуре. И, в общем, я не хочу делать обзоры по поводу стран или каких-то городов, даже не потому, что думаю, что не зайдет. Я боюсь, что зайдет, и мне потом выезд запретят в них. А, как вы знаете, Абу-Даби, это Объединенные Арабские Эмираты, великолепный хаб, то есть если куда-то лететь через них, лететь отлично.
Тот же самый Сингапур, великолепный хаб. Через него лететь великолепно, плюс еще и там отличный аэропорт. Там можно 2 дня жить. Потому что они арендуют спутники. Гейминг стоковый. Мне не важны причины, я говорю факты. То есть вы ищете причины, мне не важно, по какой причине плохо. Я просто констатирую факт. 3 страны, допустим, Эмираты, просто золотая страна с безумным количеством денег, интернет-шлак, не тот, который, к которому я привык. Сингапур, который а-ля там супертехнологичный, с линолеумом вздутым и с каждым второй электричкой при дикой жаре без работающего кондиционера или работающего плохо. Интернет-шлак. Манила, центр Филиппин, где там миллионы людей живут и небоскребы, интернет-шлак. В Мурино, Ленинградской области, интернет the best, не считая остальных. Вот и все. Причины мне вообще не важны, как в армии. Какая разница, почему что-то сгорело? Главное, оно сгорело. Так, или не сгорело, наоборот, или что-то сделали волшебное. 712 люксов, максимальная яркость. Она не пиковая. По пиковой 1200. Я, наверное, все-таки покажу. Кстати, для еще подсъема купил вот такие штуки. Если кого-то расстраивает, напишите, что вот не надо бабочек. Они хотя живут там 2 дня. Но вот не надо мучить бабочек. Я их не буду мучить, и тогда не будет фоток с бабочками. Выдает он 1100 люксов при том, что Huawei выдает 1800. Ну, опять же, Huawei P100 Pro не особо грамотно сравнивает рядом, учитывая разницу в стоимости, но все равно. Так, как-то так. Так-то да. Да, стоковый, вообще не имеет значения. Пошлите свои, у них же денег много. Просто все пиарят из разряда того, что вот деньги там у кого-то туда тратятся, у кого-то не туда тратятся. А вопрос, куда они тратятся, я говорю, я вот в Абу-Даби наблюдал картину 3 раза в день. У меня просто друзья куда-то летали. Окей, давайте я расскажу все-таки. Пусть мне это там как-то аукнется где-то. Каждый человек, который куда-то летал, там человек летал 6 раз в Сингапур. Я говорю, ты заметил, какие там бедные люди? Там реально очень много бедных людей для мегаполиса. Я не говорю о том, что везде бедные есть, но там их реально очень много. И в метро это хорошо видно, а я всегда пользуюсь общественным транспортом. То есть я очень редко пользуюсь такси. И вообще всю жизнь. И он нет. Я говорю, а там то, что у людей галоши по $2, то, что дедушки, бабушки лет 80 работают в Макдональдсах, потому что иначе им не прожить. То, что экскурсовод рассказывает, что у них супер дорогая вода, и она потратила за год 20 кубов воды, а чтобы им купить машину, они в 2 семьи копили 100 тысяч долларов, она сказала, сингапурских. Накопить им надо было, чтобы приобрести лицензию на машину, и потом еще они 4 года копили 100 тысяч долларов, чтобы купить эту машину. И продукты там просто стоят космос, качество ужасное. То есть качество еды даже в каком-то там относительно дорогом рестике очень плохое. Мак не говори, Мак вообще просто очень плохой. И вот куда ни кинься, там продуктов питания у них своих нет. Электроника супер дорогая. Выбор электроники никакой. Я там ходил в эти 2 самых громадных центра по электронике. Если брать Абу-Даби, это главный город Арабских Эмиратов, Объединенных Арабских Эмиратов. Если кто-то захочет туда лететь, обратите внимание, пожалуйста, там 3 раза в день раздают бесплатную еду. И очереди безумные в парках. Просто люди, которые туда прилетают, они почему-то это не видят. А цены на продукты тоже космос. И про Филиппины я вообще просто советую никогда никому не лететь на Филиппины в Манилу. Никогда. Все. Там очень опасно. Фотки посмотрите мои. OnePlus Ace 3V, не обязательно подписываться. В моей личной телеге. Или на Honor 100 Pro. Вот Honor 100 Pro. Непонятно, почему он 2 раза сбрасывал частоту. Он довольно сильно нагрелся. И это уже другая история. Нагрелся он больше, чем OnePlus. Ну и ладно. Тяжелее ему, значит. Андрей, наверное, не знаю. Реально, нереально. Вы можете посмотреть мой обзор или мою прожарку и узнать. 5 секунд.
Так. Да, у меня часто, Янис, получается продать телефоны в плюс. Потому что я пользуюсь купонами, промокодами и, разумеется, мониторю все вообще. И плюс я стараюсь делать побыстрее обзор на новинку, и все. И видите, очень много вещей, которые я покупаю, они же мне не приходят, ну и ладно. То есть у меня всегда есть какой-то круговорот. То есть я выбираю только... Нет, Mi 11 вообще никак, не близко даже не актуален. Даже рядом не актуален. Физрук, да почему? Не, я просто рассказываю, почему. Сейчас 5 секунд. Я хочу, пока не забыл, скинуть под съем на сравнение. Так что завтра будет сравнение Honor и OnePlus. И там в первую очередь будет видео сравнение. Очень много видео. И мораль, наверное, всех видео будет в том, что и один и второй смартфон камерафоном назвать очень сложно. Маглик ЛИ, спасибо. Вам уже ответили, он получит HyperOS, но он уже старенький. Так. Нас на машину дольше копить. Гатита, но если вы не услышали, 200 тысяч долларов. И если ты после 6 вечера едешь один в машине, у тебя штраф. 500, по-моему, долларов. Штрафы я скидывал. Нет, у них не такие космические зарплаты, чтобы так вы зря так думаете. И воду они закупают. Так. Все. Показываю чуть-чуть NFC-чек. Разумеется, здесь NFC есть. GPS-тест. Не будем. Это пока не гонял. 3D Mark. Посмотрите сейчас. Завтра еще начинается распродажа на Алихе. Но цены какие-то непонятно нереальные. Мне кажется, что это замануха. Вот так он, кстати, делал несколько раз. Даже после последней обновы. Так. И... еще сейчас покажу разрешение. Давайте. OnePlus Ace 3V, CP, Snapdragon 7 Plus Gen 3. Система, экран. Плотность пикселей, кстати, нормальный. 451 ppi. По камере вы сейчас видите. Модули. 882 AMX. Батарея. Ну и все. Так, и Geekbench. Я его, по-моему, 2 раза гонял тоже. Не особо отличаются данные после обновления и до обновления, но чуть-чуть. Это была недавно обнова, я решил его еще раз прогнать. И все. Покажу вам, что герцовка максимальная. И разрешение здесь можно менять. Улучшение деталей я отключил. Частота обновления высокая. Выставляю максимум, выставляю ISO поменьше. И начинаем, собственно, жарить его. Мне тоже нравится этот смартфон. Если вам не нужен 7 и 20 бенд, за 26 тысяч, вау. Андрей С., я рад, если вам нравится наша компания. Вы нам тоже нравитесь. Наша — это не моя всея Александра, а наша, то, что я, это не я канал. Как мне говорят, там у меня администраторы какие-то слегка безумные. Помните? Дикая походка и взгляд безумный, поэтому меня называют чугунный. Вот то же самое. Главное, комьюнити дружное. И опять же повторяю, что количество хейтеров — это узнаваемость. То есть если вы слышите претензии ко мне, как к создателю контента, я всегда готов услышать, что я сделал не так, где я пропустил и какие тесты нереальные.
то, что я их интерпретирую как покупатель-продавец, ну да, я не чисто продавец. У меня нет там, вот это партнеры этот магазин, а я вот от этого магазина, а я вот этот магазин. У меня площадки. Яма, Али, идите на Али. Не хотите там и там, идите на Авито. Welcome. Вот. Где вы живете, БУ рынок не востребован. Просто я вам спойлерну, меня даже повыделываюсь. Меня в Азии смотрят с переводом. То есть у меня покупают здесь подписчики. Понятно, что через перекупа, но в Азии. Вот. И кое-кто переводит даже. Ну, это все как бы... Понятно, что не весь контент, но про смартфоны. Ace 3V наконец вернули кольцевую вспышку. Та-да! Так, вот насчет неоднородной. Есть такое, там, 2 диода. Я сейчас вам включу. Давайте, потому что сейчас будет какая-нибудь белиберда из-за этого. Вот включена вспышка. Так, видео. Вот посмотрите, да. Диод 1 получается. Понимаете? Но я не знаю, меня это не обламывает вообще никак. Вообще. Да, стоп, настройки не выставил. Графика 90 FPS, да, ультра, high, on, default. Ладно, Optimize. Так, и почему он показывает 60? Все, 120. А, и подождите-ка. Вот видите Game Assistant? Но settings. Так, вот сейчас мы разберемся сначала с ассистенсом, хорошо? Gaming, turn on. Так, и... Так, а по-моему здесь где-то можно выводить. Он подгружает долго. Выводить FPS. Network of Optimization, понятно. Свитчи, понятно. То есть сенсора можно настраивать дальше. Ага. Чемпионский Stable Refresh Rate. Try now. Чемпионский режим. Exit. Здесь у нас что? Понятия не имею. Вот китайщина, конечно, это просто что-то с чем-то. Опять же, можно, наверное, будет выставить. Performance. Ultra Touch. Height. Можно еще анизотропную фильтрацию выставить. Так, настройки графика. Вверху вкладка правее. Так, где? Пока не, по-моему, есть у него автономность. Вот посмотрите обзор в PC-марке. Да, у меня есть на него автономность уже. Смотрите обзор завтра. И увидите у него автономность. У меня, да, на него уже есть. К слову, OnePlus очень плохо PC-марк проходит. Так, на максы поставить в игровом лаунчере.
Я видел, как какой-то парень из Индии переводил твой видос про Neo 9, писал, мол, у нас у всех техобзорщики не очень компетентные, часто про минусы телефона молчат. Я говорил? Про минусы я не говорил? Ну ладно. Сэкономили на одном диоде, да, фаталист? Да может там два диода, вообще он выглядит как два, но он один. В игре, чтобы лобби 90 показывало. Что в Хаген? Настройки графика сверху, вкладка правее. Настройки. Вот это вот. Разрешить? Не то. Не то. Я понял. Настройки, settings. Loading window. Не вижу. Напоминаем, я не помню, где в OnePlus эта штука. Точно она есть. Я молчу про минусы телефона. Ну хорошо. Я не был в курсе, значит, они других наших блогеров не видели. Так. Tools. Я понятия не имею все-таки, где он. В лобби отдельные настройки. В каком лобби? Все он поверх приложений. Состояние системы на английском Performance System. Да я не вижу. Вот. Можно в Customize посмотреть. Нет, здесь может быть его и не быть. Нету. Может, в Championship Mode? Да, там их много багов. Это они таким образом наливают себе. Покупатели. Так, вот это вот что такое? Ага. Game Space. Окей. Окей. Launch. И... Угу. Нету. В разных странах, не секрет. Turn баланс. Pro Gaming. Окей. Все, не можем мы выставить. Почему-то здесь в тулсах нету этого. Можно звук. Шапол аудио. И все.
Все, мы не будем больше его мучить. 67%. Так, сначала нам надо выйти, выставить у него герцовку везде. Пам-пам. Еще кто-то пришел. Ксерон, я в курсе. Я в курсе, спасибо. По поводу того, что Z вышел. Высокая частота обновления экрана. Понеслась. PUBG New State. 120 Гц. Опять через оптимизацию батареи. Это, конечно, левак тоже. Через боль. Не оптимизировать. Ну все, по идее должен быть 120 FPS. Но опять же в меню может быть не 120. Давайте сначала начнем. В Game Assistant он все закинул. В игре в лобби отдельные настройки. Вверху вкладка, правее показов FPS. В игре в лобби. Settings. Manage. Ну нету здесь ее. No playtime, окей. Непонятно, что это. Таймплан нету. Manage. PUBG уже 90 FPS выставлено. В игре показывает FPS. Я хочу, чтобы флоу, ну, как бы плавающее окно было у Game Center. Вы помните, когда температура пишется, вот это вот все? Конечно, кислород. Потому что я здесь не вижу просто этого в меню. 60 Гц выставлен. Ну, посмотрим в игре. Повторяюсь, что 90 Гц у меня стоит. Все, завтра железно, нужно еще карту захвата вторую купить. Вот графика, пожалуйста, видите? 90 FPS ультра. Отдельная для лобби настройка в PUBG есть. Отдельная для лобби. Да в топку лобби. Ладно. Universal хватит. Водопад уже устарел. Как ты думаешь, в OnePlus 13 уберут его подальше? Надеюсь, да. Но вот здесь нет водопадов. Здесь все по фэншую, смотрите. Ну какие здесь водопады? Все прямой экран.
Процент зарядки. Давайте он найдет матч, я включу. Перебрался на кровати. Молодец. Вот они мои. Колонка портативная. Напоминаю, что кто спрашивал, зачем мне Прохор. Ну, наверное, разумнее бы было брать все-таки Air. Но чего-то я решил Проху. Очень часто в OnePlus выгорают экраны. Почему? Как понять очень часто? 2 года и выгорает у вас и Xiaomi, и что угодно при постоянном использовании. Посмотрите на смартфоны, которые на витринах лежат. Надоело, что практически у всех новых телефонов грани плоские. Янис, ну вот видите, никому не угодить всем сразу. Никак. Кразон, вам спасибо. Коразон, что пришли. Ну, вон уже 2 минуты ищем. Я напоминаю, что меня всегда рубят на стримах, потому что у меня 2 часа ночи. Плюс я вчера прилетел и спал я сегодня 3 часа. Так что классическим образом послезавтра мы будем гонять Honor 100 Pro. Я буду пободрее и повеселее, надеюсь. Но не факт. Как говорят, нету... О! Ищем. Да, неважно, кто там. %65. Но я не думал, что яркость куда-то сбросилась. Не сбросилась. Я не помню, что у нее за суперспособность вот эта вот. У 14 Pro, да, почти плоские экраны. Я не понимаю, почему, но здесь мне... Не, 89 FPS, вы смотрите. 90. 90 FPS показывает. Процент зарядки 65. И включаем секундомер. Правильно? Что-нибудь у меня в зарядах есть. Все разряжено в нули просто. Так. Все, 65. Саня, сон-восстановитель здоровья. Да все нормально. Мне не рубят, просто извиняюсь за то, что зеваю. Пусть и в кулак, но все равно. Игорь Макаров. Конечно, у всего есть влагозащита. Ну, ты открываешь, покупать здесь. И смотришь рекламу. Но здесь есть переключатель режимов. Я бы 300 раз подумал бы его топить. Я бы не хотел его топить. Вообще. То. Идея такая себе. Я не смотрел его рекламу. Вот реклама. Про IP ничего нет, значит ничего нету. Есть, IP65 RainTouch. Ну, IP65 я топить его не буду. Скузи.
Я думаю, что вы согласны, что это не тот IP, при котором можно его брать и топить. Так, так, вот так. Пять секунд. Так, и чего? Ничего ж себе, он прям лупил. Может, это реально не бот был? Да не бот, скорее всего. Но лут как прям не у бота. Да, не туда прыгал. Не той кнопкой прыгал. Троечка, троечка, троечка. Дропаемся там же. Пока 89 FPS показывает. Опа. Да что ж такое? Скажите, о, нет. Завтра на экспрессе будет стоить 21. Давайте не будем, что будет стоить, то будет. Я не люблю такие штуки. Ничего не ловят. И экран не показывает. Poco X6 Pro до 25 тысяч. Зачем Poco X6? Да почти у всех есть налог на Алик, посмотрите. Даже не на Алик, а просто на зарубежные покупки. Да, засек 4 минуты. Но сразу нашел матч, кстати. На второй раз. Евгений, Егор, точнее, я очень сомневаюсь, что... Но если будет Poco X6 Pro за 21, круто. Но я сомневаюсь прям конкретно. Увидим. Нет, это C65. Ой, или C55. Качалов, конечно, там будет отваливаться GPS. У всего дешевле 10 тысяч рублей отваливается GPS. Вы уже извините, но это факт. Во-первых. Во-вторых, в мегаполисах у всех сейчас отваливается GPS. Вот. Все, что дешевле 100 долларов, очень не рекомендую для GPS. Роман, у меня есть на Pixel 7 обзор, и это атовизм. И я не понимаю людей, которые их покупают. Ну, можете купить. Потому что вы купите камеру тогда лучше. Вот Sony Z10 VE. Она примерно так же бэушно выйдет, как Pixel 7. Сейчас только Wi-Fi использую. На стримах только по Wi-Fi. Без стримов симка вот стоит. 4G, видите? У меня 4 симки. Вот.
Даже 5. Но одна не рабочая. Еще 2 запасные. У всех блогеров море симок. Сейчас. Здесь даже не прикол в том, что используешь только Wi-Fi. Прикол в том, что тебе что надо скачать, допустим, на этот смарт, который ты тестируешь. Тебе нужно, ты же не все время сидишь, где Wi-Fi. Какой телефон за время обзора вам больше... Я не могу так сказать. Есть отличные девайсы по соотношению цена-качество. Это айкухи. Есть классные по съемке. Это Oppo, Vivo, Samsung. Не существует такого, что прям вот что-то мне зашло прям нереально. Что заходит нереально, то я обычно в моменте и рекомендую. Так, ну все. Налутались. А что у нас из флагманов еще появилось? Ничего. Huawei там не появится. Кому бы они там не выплачивали миллионы, миллиарды долларов. Не убеждали вас, что вы живете в Китае. Мне кажется, что вряд ли кого-то можно будет убедить, что все норм. Вот фраза «без гуглов можно жить». Такое ощущение, что а зачем жить без гуглов, если можно жить с ними? То есть зачем себя обламывать, что уникального дает подобный девайс, чего не дают остальные? По стоимости он дороже. Меня все время вот эта тема убивает. Дай что-то уникальное. Короче, топ флагманов актуален. Так, а почему я 416 не взял? А потому что я ее не обновил. О. А, это двоечка. У меня еще иксов нету. Как обойти ограничение 4К 60? Никак. Хотя, может, подождите, какой-нибудь сторонний прогой форумы смотрели? Может, я не прав. Вполне. Много у кого так можно чем-то обходить. Опа. Это его убили. По-моему, он яркость сбросил чуть-чуть. Тихо. Мне кажется, это боты были. Хотя упаковано знатно. Но без иксов тоже.
Так, пробовали с помощью Google камера. Да, много сторонних приложений под камеру есть, и часть из них может быть будет как раз. Вот он. Стопудово. Вот. Когда розыгрыши, как принять участие? Кстати, послезавтра я сделаю розыгрыш Poco X6 Pro первый. Всего я 3 буду разыгрывать раз в месяц. И на основном канале совмещу с топ-30, не 30 способов выбрать смартфон. Вот. О, ничего ж себе, здесь кого-то раскрошили прям. Тут, к слову, не особо эпичные типы были. Так. У меня нет мечты по поводу железа. Прозрачный. Вообще не смартфон, а в мозг уже в чип вживлен и все. Так, там FPS чуть-чуть проседает до 59. Но меня больше не это интересует. Я сейчас проверю насчет яркости. У меня смутное ощущение, что яркость у нас поплыла. Как раз у нас есть возможность, пока я прячусь. Хотя нет, не поплыла она. Как была, так и осталась. Нет. Да что ж такое-то, а? Ну нет, сбросил он. На люксов 90. На люксов 90 он сбросил. У нас еще 7 живых. О, вижу. Почти. На, был хорош. Почти хорош. Так. Было в районе... Так, во сколько планируешь проводить розыгрыш и стрим? Пока не знаю. Послезавтра. Нормальный ответ. Во сколько? Послезавтра. Думаю, вечером. 2 мая это же выходной еще. Я думаю, что более-менее смарты еще лет 5 будут меняться. Потом либо будет стагнация, либо будет какое-то кардинальное изменение. Потому что нам кажется, что они не меняются, потому что мы за этим делом следим. Когда ты не следишь за этим делом, там 3 года ты не менял смартфон, и такой, вау, ничего ж себе. Конечно, люди, которые заточены под одну задачу, там, был Bluetooth, ну и есть Bluetooth. Был Wi-Fi, ну и есть Wi-Fi. Там был металлический корпус у флагмана, но остался металлический корпус. Для них, конечно, особо ничего не меняется.
2 мая. Почему рабочий день? М. Сейчас он, видите, ищет долго. Ничего, еще 15 минут поиграем. В общем, 100 люксов он сбросил, это не так критично. Ну так долго заряжается. Не ту зарядку вставил. У Тонера, если не той зарядкой заряжаешь, как у OnePlus, заряжаются долго-долго. Лучше не терять их. Сажаю одну более новую шуструю операционку, и вуаля, новое поколение. Ну, видео становится более требовательным. То есть, допустим, яблоко-то уже под бесполезные гаджеты с Apple Visio, или как его там, который я не обозревал в итоге. Apple Vision снимает. Пользовался 2 года Poco X3 Pro, а потом поменял на Poco F5. Ну вот. К моему прошлому OnePlus 7T Pro без вырезов под камеру был, а не OnePlus 7. OnePlus 7T Pro он у меня был. Я на него снимал. Всем, кто пришли, не забываем прожать лайк. Помним, что весна — это не время железок, но все равно. Если ты, как говорится, футболом интересуешься, то тебе он всегда интересен. Как-то я замерз уже прям конкретно с этими 16 градусами. Мне по дизайну больше всего нравится S10. Ну, скажем так, рынок определяет все-таки, какие дизайны лучше, какие нет. 7 Pro, Сань. Барса не 7T Pro, а в 7 Pro может быть такая же OnePlus 7T Pro. Сейчас я проверю. Может, ты прав. Я его в Москве, помню, покупал. Очень радовался ему. Столько времени прошло. Нет, я покупал 7T Pro. 7T Pro. А в 7 Pro, я не знаю, была ли выдвигающаяся или нет. И в 7 Pro тоже, видите. И 7T Pro, там была выдвигающаяся камера. Так что и я прав, и вы правы, Барс. И 7 Pro, Рус Смит, и 7T Pro. 7T Pro была выдвигающаяся камера у меня. Но я почему-то брал 7T Pro. Они, получается, в разное время выходили. Ну ладно. Вот, по поводу этого смарта есть форумы. В форумах уже обсуждают, как накатить туда прошивку глобальную. Потому что я напоминаю, что пусть он ищет пока. Что здесь у нас стоит? Что? Правильно, CalOS. Не Oxygen, а Calo. Все хотят кислород.
Самая бесполезная тема — это вот эти вот бомбочки. Его наружу взял. Брали ли уже IQ за 9 турбо или будет ли? Буду брать. Брать ли или нет без 7 и 20 бенда, это решать вам. Диана, привет. Как у тебя дела? Ты дошла до нас? Здесь, кстати, можно настраивать, чтобы был между левым и правым меньше перекос. Все-таки на нижний динамик больше звука. Но это дело можно настроить. Так, и чего? Это мои все. Ничего. Можно сказать, было матом. Но все и так поняли, что ничего. Идеальный дроп. В никуда. Без оружия, без ничего. Я так мог умудриться. Пропылесосил все. Так. Вебка пропала. Сейчас восстановим. Вебка. Притом я и могу ее повесить на питание, но я почему-то никогда ее не вешаю. Ну и ладно, хватит на стрим одного заряда. Но не хватает никогда. Так, и чего? Я еще пока живой. Опа. Вот он стопудово не готов был к такому повороту событий. Хотя он был, это бот. Раз, два.
Так, окей. Все равно это не работает камера. Ну и ладно. Почему такая тема? Ну ладно, сейчас я подождите. Так, надо в зону бежать. Сейчас я в зону бегу. Ах ты, ёшки-гагошки. Красава. Ну, в принципе, 28 минут мы отыграли. Получается, один из аккумуляторов. Не знаю, какой. Или он не той стороной встал. Или он просто не заряжается. Нет, я просто его не включил. Прикиньте. Такие вот дела. Так, я еще живой. Как раз 29 минут. Насчет FPS. Я думаю, вы все сами видите, что если двигаться, 89 FPS есть. В Huawei Puro есть ли 5G модем? И мне вообще не важно, что там есть вот сегодня. Когда я его куплю, тогда я вам расскажу. Вы ощущаете, что у нас диалог про смартфон, который стоит 100 тысяч рублей больше, есть ли там функция 5G? Яркость 615 люксов. Ну, скромненько. Но в целом ожидаемо и довольно хорошо. То есть 90 FPS он держит. В принципе, требование минимальное выполнено. Но 65 градусов это вам очень даже приличная температура. Вот. Насколько целесообразный был обзор? Помним, что это у нас OnePlus Ace. Раз, два, три. Вот сейчас Шур. Но это уже OBS глючило. Звук. Всем огромное спасибо, что пришли. Повторяюсь, OnePlus Ace 3V, 24% в час поедает, 90 FPS держит. Из интересного нет 7-20 бенда, есть третий. Из супер интересного, несмотря на это, я сейчас, повторяюсь, все, кто разбираются, смотрите, что за смартфон. И за 26 штук это просто цвет, блеск, красота, бомба, пушка, ракета. И все. Несмотря на то, что нет бендов. И, как говорится, вы можете не согласиться и будете иметь право на это.
Но если по завтрашнему курсу и выбирать между Нордом 4 на кислороде и вот это на КалОС, одно и то же железо, а разница 18 тысяч рублей, Poco X6, к слову. То есть этот смартфон, еще Poco X6, чтобы звонить. Я выберу этот. Ну, за 44 штуки точно не. С другой стороны, ну, во всяком случае, вы знаете, что такое Nord 4. Я его, скорее всего, в глобалке тоже куплю. Из интересного, повторяю, что я его сравню с Honor 100 Pro по съемке завтра. Буду делать обзоры, завтра выгружать. Он будет длинный. По видео и там по характеристикам. Плюс еще мои мысли по поводу этих двух смартов. Тем более завтра уже будет известна цена. Нагрев напрягает конкретно, да. Добрый, я всегда выгляжу уставшим. Это моя магия. Я всегда выгляжу плохо. Как и должен выглядеть блогер. Чтобы ты думал, да, в топку такую жизнь. Вот. Так что мне 3 часа ночи, я пошел делать обзор. А вы идите спать. А завтра увидимся. Послезавтра буду жарить вот этот магический смартфон 100 Pro. После этого я буду жарить, скорее всего... не после этого. Послезавтра у нас будет стрим, посвященный розыгрышу. И заодно прожарка. Может, совместим. Но, скорее всего, совмещать не будем, будет просто стрим. Всем огромное спасибо, что пришли. Добра и удачи вам, дорогие друзья. Так, давайте скажу до свидания. Дмитрий Гордиенко, Александр Курилов, Мистер Л, Ирина, Алекс, Смит, Игорь, Кубик, Universal, Дукат, Максимус, Андрей Анисимов. Ближе к полноценному стерео барс по звуку. Но по громкости вот это вот 100 Pro, конечно, его рвет по полной программе. И по качеству звука. Но по вибро нет. И по вибро там нулевая настройка у Honor. Ну, завтра все расскажу. Все. Огромное спасибо, что пришли. Александр Феникс, Хаген, Игорь. Всем спасибо за помощь. Вы сделали мой день, да. Константин, Альберт. Все. Добра и удачи.